Здравствуйте, друзья! Рабовладельческое общество современного мира. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Важное примечание. Конституция РФ взята для примера, с целью иллюстрации. В статье нет никаких призывов к изменению существующего конституционного строя, даже если вам так может показаться. Эта статья всего лишь анализ свободных источников. Рабовладельческое право. Римское право – это право общества рабовладельческой формации. Но именно на римском праве построены правовые системы России, всех европейских стран и большинства стран мира. Другими словами, правовое устройство большинства стран основано на принципах рабовладения, что отражено в символике Конституции и явно чувствуется мной на собственной шкуре. Экономические основы рабства. Человек владеет результатами своего труда, в то время как раб не владеет. В этом основной экономический смысл рабства. Что говорится в Конституции РФ о владении результатами труда? Статья 37. Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, ни ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. То есть признается только право на вознаграждение за труд. Результаты же самого труда не принадлежат гражданину. То есть Конституция РФ действительно построена на римском праве рабовладельческого общественного устройства, где у рабов отбирались результаты труда, а с господского плеча давалась определенная награда. Уж какую форму принимала награда, миску похлебки или большое количество напечатанных цветных фантиков, это не может быть прописано в Конституции. Это дело договора раба и работодателя. Забавно, что четкого определения, кто такой раб, да и отдельной статьи «раб» в Википедии не нашлось. Как в анекдоте про Вовочку. Же есть, а слова такого нет. Патриции и плебеи. Патриции. Populus Romanius Quiritium. Квириты. Это лица, принадлежащие к исконным римским родам, пользующиеся всеми правами, включая право на результаты труда. Не только своего труда. Они обладают правами по праву рождения. Еще раз повторю. Патриции обладают правами по праву рождения. Это очень важно. Есть основания относить римскую аббревиатуру СПQR к указанию на патрициев, обладающих всей полнотой прав. Впоследствии этот символ был заменен на лабарум. Оба символа широко используются в христианстве и по сей день. Плебеи, в отличие от патрициев, поражены в правах. Их права регулируются специальным набором законов, известным как jus gentium – право народа. То есть в обществе, построенном по римскому праву, есть две основные категории – патриции, обладающие всеми правами по рождению, плебеи, чьи права ограничены и описаны в специальных законах. В Конституции РФ используются два понятия без четкого определения – человек, гражданин. Тонкость в том, что человек и гражданин – это юридические термины в основном законе, и они обозначают разные категории людей. Определите сами, к какой категории вы относитесь де юре. Вчитайтесь в Конституцию РФ, статья 17. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Важно, что человек и гражданин – два разных юридических понятия. В пункте 1 и 2 главы 17 они употребляются совместно – человека и гражданина. А в пункте 2 той же главы стоит только человек и говорится о его правах от рождения. В соответствии с римским правом человек по правовому статусу соответствует патрицию, а гражданин – плебею, то есть рабу. Тот факт, что раб считает себя человеком, то есть патрицием, с юридической точки зрения ничтожен.
то есть ничего не значит. Гражданство удостоверяется официальным документом, имеющим юридическую силу. Если у вас еще остались сомнения в вашем статусе, то обратите внимание, что в Конституции прописан референдум, второе название которого – плебисцит, то есть выражение мнения плебсом. В качестве кого вы имеете право участвовать в референдуме? Рим. Что такое Рим? Странный вопрос, не правда ли? Рим – это не местоположение, не государство, не национальность, а правовое устройство общества на принципах рабовладения. Общеизвестно, что кроме Рима в форме республики и впоследствии империи существовали Восточная Римская империя, известна также как Византийская империя, Ромейская империя, Василия Ромеон, Романия, Греческое царство. Полагаю, все знают про сходство этого герба с российским, австрийским и многими другими. Священная Римская империя, Sacrum Imperium Romanium, со средних веков носит название Священная Римская империя германской нации. Основана Оттоном Великим как прямое продолжение античного Рима во времена крещения Руси и Византии и просуществовала до эпохи Пушкина и Наполеона. Третий рейх, Drittes Reich, буквально Третья империя. Достаточно взглянуть на символику, чтобы увидеть преемственность. Первым рейхом или империей считалась собственно Священная Римская империя германской нации, а вторым рейхом – Кайзеровская Германия. Не надо быть лингвистом, чтобы прочитать в Кайзере кесаря, римского кесаря. Да и на голове кайзера Вильгельма II все тот же узнаваемый орел. Заметьте еще мальтийский крест Вильгельма и сравните символику со знаком президента РФ. Третий Рим. Идея Третьего Рима якобы осталась только идеей, несмотря на символику и принципы устройства Российской империи. Цари государства российского по традиционной истории с 1762 года являются династией Гольштейн-Готторпских, ближайших родственников Ганноверской династии, ставшей в Англии правящей династией Виндзоров. Однако их претензии на римский статус недвусмысленно выражены в фамилии, которую они себе избрали – Романовы, римские, от Рома – Рим. Румыния. Название страны происходит от латинского «романус» – римский. Румынский язык очень близок к итальянскому, который в свою очередь непосредственно восходит к народной латыни. Довершает композицию орлиный герб. Есть еще ряд других больших и малых стран, народов даже султаната, имеющих прямое указание на Рим. Таким образом, Рим, римский, это не территориальный, не национальный, не наследный признак, а статус устройства общества на принципах рабовладения. Символика. Правовая система подразумевает систему наказания за деяния, предусмотренные в законе. Нарушение закона приводит к наказанию, которое в римском праве осуществляли ликторы, палачи. Символом ликторов являлись фасции, которые дали название фашистскому движению. Национальная фашистская партия Италии. Фасции широчайше представлены в государственной символике. Предлагаю ознакомиться самостоятельно с галереей. Фасции повсеместно встречаются в Питере, в частности на барельефе Исаакиевского собора. Особого внимания заслуживает обложка революционной конституции РСФСР 1918 года с двумя фасциями. То есть и РСФСР был построен на тех же принципах римского права. Хочу заметить, что Конституция СССР 1936 года, сталинская, на мой взгляд, построена на совсем других принципах и не содержит римской символики. Выглядит так, что Сталин сделал попытку организовать общество на другом принципе. И не мне судить, насколько он преуспел в этом. Я по-другому осмыслил, почему в СССР одной из самых популярных спортивных команд был и остается в России «Спартак». Для меня по-другому зазвучали слова, с которых начиналось обучение в школе. «Мы не рабы». Тот факт, что эмблема Федеральной службы исполнения наказания РФ тесно напичкана римской символикой, еще раз подтверждает широчайшее применение римского права вплоть до настоящего момента. Что такое фасции и в чем смысл символики? Нигде толком об этом не сказано. Официально говорится, что это связка березовых или вязовых веток, в которые вставляли бипенис, муа, он же лабрис. Набор букв ЛБР, ЛВР повсеместно используется в связи с правовыми аспектами рабства. Лабрис как оружие палача, имеющего по закону право убить раба. Лабра – весы, обязательные для процедуры эмансипации, описанные в римском праве, передача прав собственности на раба. До сих пор весы – символ правосудия.
Либра – мера веса, римский фунт, от которого произошла итальянская лира. Весовой кусок металла был обязателен для юридической правомощности процедуры эмансипации. Либер – римский бог-покровитель рабов-плебеев. Либер – свобода на латыни. Замечу, что в английском есть два синонимичных понятия – liberty и freedom. Полагаю, что первый применяется к рабам, ищущим свободы, а второй – к свободно рожденным патрициям. Labor – труд и прочее. Но вернемся к фасциям. Вот этимология этого слова. From Proto-Indo-European. See also Proto-Celtic Basque. Ancient Greek. Факелос. Факелос по-древнегречески факелос. Теперь становится понятны факельные шествия фашистов, если их правильно назвать факелистами, по-древнегречески. И факел в руках Liberty, статуи свободы США, чтобы ни у кого не оставалось иллюзий. На мой взгляд, фасции использовались при казни на костре, которая широко применялась римлянами и прописана в римском праве в качестве одной из мер наказания задолго до инквизиции, учрежденной римской католической церковью. Традиции, так сказать. То есть фасции – это и символ, и орудие для отправления закона. Обратите внимание на вязанки в костре и бипенисы, затейники же были эти римляне. На заднем плане. Добавлю к символам римского права еще римскую тогу, широкий шерстяной плащ или мантию, которые имели право и обязанность носить только квиренты, рабовладельцы, свободных от целых разделов римского права и потенциально имевших право самим судить. Императоры носили пурпурную, порфирную багряную тогу, а квиренты, которые хотели попасть в Сенат, выбеленную, белоснежную, которую называли кандида, а будущих сенаторов, соответственно, кандидатами. Везде, где присутствуют фасции, факелы, весы, мантии, пурпур в качестве символов, можете не сомневаться, применяется римское право. Ну и три в одном. Джордж Вашингтон, председатель Филадельфийского конвента, принявшего Конституцию США. Вольный каменщик с раскинутой тогой на заднем плане и фасциями у правой ноги. Полюбопытствуйте также статьей Авраама Линкольна, якобы отменившего рабство на предмет тоги и фасций. Подданство и гражданство. Получение подданства Российской империи означало добровольное рабство, холопство, и получалось путем крещения в православную веру. Указ 1700 года, без числа и месяца, отождествлял крещение православной христианской веры с выездом на имя великого государя в вечное холопство. Сенатский указ от 27 августа 1747 года о клятвенном обещании иностранцев, желающих присягать на вечное подданство России, вводил момент вечности в текст присяги. Аз, ниже поименованный, бывший подданный, обещаюсь и клянусь всемогущему Богу, что я всепредсветлейший, государыне хочу верным, добрым и послушным рабом и вечно подданным с моею фамилией быть. Теперь становится понятным то упорство, с которым на Руси отказывались от крещения, ведь оно автоматически означало рабство, согласно указам. Во всяком случае, рабство для иностранцев. Но к тому времени Русь уже стала православно-крепостной, и совершенно непонятно, когда и по какому праву рабство началось. Принцип тождества подданный равно холоп не изменился и сегодня, поменялась только форма и название. Де-факто вы не можете отказаться от гражданства по собственному желанию, вы можете только поменять гражданство. В сети также есть ролик на английском языке о том, как в Великобритании родители отказались регистрировать рождение ребенка, и им это удалось по закону. А уж на тему того, что сертификаты о рождении в США являются ценными бумагами, которые торгуются на американских биржах, снято огромное количество роликов. Все становится понятным, если обратиться к римскому праву. Рабы, равно как и скот, являются имуществом и могут быть переданы, не проданы, а именно переданы другому хозяину в ходе процедуры эмансипации. Отчуждение прав одного хозяина и одновременное приобретение прав на рабов или скот другим хозяинам. Нам хорошо известно название движения за эмансипацию. Эмансипация, когда женщины хотят перейти из рабского положения в семье в другую форму рабства, то есть сменить хозяина. Еще раз, раб не может стать свободным, он может при большом желании лишь сменить хозяина. Вы не можете освободиться от гражданства. Вы можете сменить гражданство при большом желании. Но взгляните в конце концов на символику на обложках паспортов. И не обольщайтесь.
common law Великобритании и отсутствием орла на обложке британского паспорта. Это не выход. Морское право имеет еще более интересные особенности, о которых надо бы писать отдельно. Государство. И снова глупый вопрос. Что такое государство? Res publica. Основная форма устройства большинства государств. Происходит от латинского res publica, который переводят как «общее дело». То есть республика – это форма общественного устройства, которое объединено общим делом. Есть очень похожие известные выражения в наиболее близком к латинскому итальянском языке, которое хотя и звучит не похоже, но означает «наше дело». Я бы сказал «наше общее дело». Разумеется, вы догадались. Перевод нашего дела – это «Коза Ностра». Почему мафия выбрала себе такое название, столь явно прочитываемое людьми в теме? Имеет ли государственное устройство что-либо общее с вооруженными группировками, которые занимаются наркотрафиком, работорговлей, убийствами ни в чем не повинных людей? Да, был ряд госкорпораций, от Ост-Индских компаний до российско-американской компании со своим флагом, посольствами, регулярными войсками. Эти компании часто путают с государствами. И, например, Первая Индийская война за независимость, восстание сипаев, а также Первая опиумная война в Китае были войнами против британской Ост-Индской корпорации, а не Британии как государства. Так где же та тонкая грань между государством и корпорацией? С точки зрения римского права никакой разницы нет, это просто объединение людей. Вот как определялось такое объединение. Те, которым разрешено образовать союз под именем коллегии, товарищества или под другим именем того же рода, приобретают свойство иметь по образцу общины общие вещи, общую казну и представителя или синдика, посредством которых, как и в общине, делается и совершается то, что должно совершаться и делаться сообща. Учитывая, что граждане-рабы – это тоже вещи, то положение римского о союзах распространяется и на государство, и на синдикат воров в законе, и на другие объединения тех, кому разрешено образовывать союз. С точки зрения римского права, эти все союзы имеют юридическую основу. Могли ли быть одни рабы привилегированнее других? Разумеется. Вот определение. Номенклатор. Латинское от nomen – имя и colare – называть. В Римской империи специальный раб – вольноотпущенник, реже слуга, в обязанности которого входило подсказывать своему господину из патрициев имена приветствовавших его на улице господ и имена рабов и слуг дома. Многим памятна советская номенклатура и ее привилегированное по сравнению с другими гражданами рабами положение. Можно было бы продолжать, но и так уже достаточно информации для самостоятельных выводов. Кто он и в каком положении находится. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.